Хочешь — верь, хочешь — не верь, а дело было так. Всем привет, друзья! У нас очередная долгожданная моя посылочка, супер посылочка. Главное, чтобы там, конечно, был супер товар. Так, вскрываем. И видим вот такую коробочку. Большое-большое повреждение. Не дай бог там что-нибудь было поломано. Значит, друзья, здесь я купил аккумуляторную болгарку от фирмы Vasai. Долго выбирал эти болгарки. Все-таки посмотрел на канал товарища своего. Он покупал и решил прикупить себе. Вот такая красотень к нам пришла. Переложено все вспененным полиэтиленом. Отлично. Так, давайте мы достанем, наверное, все из коробочки и, соответственно, уберем коробку со стола. Вот такая сумка, инструкция. Ты смотри, какая сумочка. Так. Инструкция, друзья. Здесь полнейший набор. Аккумулятор. И зарядное устройство. Так, давайте обо всем по порядку будем. Так, защита и, соответственно, рукоятка. Все, коробка у нас, друзья, пуста. Пока ее в сторону. Ну и давайте по порядку смотреть, что там да как приехало. Давайте начнем с инструкции. Вот такая инструкция. Все у нас на английском языке. Ну, обычная макулатура, ни о чем. Так, давайте смотреть. Аккумулятор 20 вольт, 4 ампер часа. Литий-ионная батарейка. Значит, у нас здесь подразумевается индикатор зарядки, полный заряд. Отлично. Значит, саморазряда практически нет в аккумуляторе, я могу судить. Так как эта посылка шла ко мне очень долго. Месяц целый она провисела в Алма-Аты. И непонятно, что и где, соответственно, она была. Ну, шла посылка порядка 2, наверное, с чем-то месяцев. Очень долго, хотя обычно это все дело идет быстрее. Аккумулятор мы можем заряжать, видите, как и вот такой зарядочкой. Так и, соответственно, вот таким макаром. Так, давайте включим, посмотрим для начала, что у нас она собой представляет, как это все происходит. Кабелек очень, друзья, короткий. Это мне уже не особо нравится. Ну, в принципе, около розетки поставил. Так, вот я включил заряд. И, соответственно, как мы можем наблюдать, у нас еще идет дозаряд аккумулятора. Видимо, эти аккумуляторы заряжены на режим хранения, то есть на 75%. Но почему они показывают, соответственно, нам полный заряд, никому не ясно. Ну да ладно, это мы посмотрели. Ну а сама зарядочка должна у нас, соответственно, быть, видите, зеленый у нас 100%. То есть, если пустую зарядку включаем, тоже загорается зеленый. С аккумулятором не полностью заряженным у нас, соответственно, красный. Ну и т.д. и т.п. Зарядка, опять же, невесомая, друзья. Просто невесомая. Так, с этим мы разобрались. Так, давайте посмотрим. Ну, соответственно, ключ. Рукоятка. И защита. Защита у нас монтируется через гайку, наверное, мы не пробросим. Итак, есть кнопка фиксации. Болгарка довольно такая тяжелая. Вот что-то напоминает мой Bosch. Гаечки снимаем. И можно одеть, соответственно, защиту. Защита очень неудобная. Ну, как-то так, видимо. Да, друзья, не люблю я, конечно, включение здесь. Вот я Бошем работаю, у меня включение всегда под большим пальцем. Вот так я люблю работать. А здесь немножко как бы неудобно. Ну да ладно. Давай посмотрим, кстати, как оно. Ну, нормально включается, но привычки трудно менять. Так, с защитой, ладно, будем работать пока без защиты. Что у нас здесь написано? Модель J7, Vasai.
вольтаж 20 вольт, 10 тысяч оборотов в минуту. Имеется вот этот хлястик. И, соответственно, как-то так все. Давайте врубим аккумулятор. Подключим, посмотрим. И пойдем что-нибудь там отрежем, друзья. Хлоп. Ну что, запуск. Значит, друзья, конечно же, эта болгарка никак не может заменить сетевую болгарку, нормальную болгарку. Вот, я брал полностью, осознавая все это дело, осознавая. Но брал я его для чего? Бывают такие случаи в жизни, что надо где-то подойти далеко от дома, подчистить, что-то отрезать. И понимаете, тянуть этих 100 метров кабелей, это просто неохота. Вот, поэтому я, соответственно, и купил данный аппаратик. А так от него ждать там сверхспособностей, конечно, не приходится. И по количеству оборотов, конечно, я, наверное, сомневаюсь, что здесь есть 10 тысяч. Значит, ребята, проверяем скорости. Заявлено 10 тысяч, проверяем, сколько есть. Итак, на круг я наклеил отражатель. Вот такая вот, ну, как знаки дорожные, отражающая полоса. И поехали. Значит, включаем сразу максимальную, давайте минимальную скорость проверим. Минимальная. Надеюсь, вам видно. Тестируем. Ну, будем говорить 3900. Вторая скорость. Пять тысяч. И третья скорость. То же самое, друзья, 5000. Так что ни о каких 10 тысяч и речи быть не может. Кстати, можно с продавцом по этому поводу поспорить. Здесь, друзья, у нас подключен какой-то типа фонарика. Вот. Но я не знаю, что за фонарик. Почему он не работает. Давайте еще раз. Так, на самой болгарке только что увидел. Мы можем выключить. И что у нас получится? Меняются скорости, друзья, смотрите. Первая скорость такая, вторая. И на звук третья никак не отличается. Чуть-чуть, наверное. Да, прикольная вещица. А если так? Мы так, короче, без включения болгарки самой мы ничего поменять не сможем, только на лету. Угу, интересный фокус. Давайте еще раз. Вот, на максималках. Но фонарик никак у нас, друзья, не горит, не светится. Хотя подразумевается, что он должен подсвечивать линию реза. Ну, как-то так. Как-то так. Так, наверное, давайте мы теперь пойду возьму отвертку. Раскрутим редуктор и посмотрим, что у нас делается внутри. Так, друзья, принес я, соответственно, отвертку. Так, первым делом всегда обращайте внимание, при разборке любой техники обрубаем аккумулятор. Не дай бог там что-то включится в моменты нашей работы. Итак, раскручиваем. Так, друзья, раскрутили мы болтики. Ну что, снимаем редуктор, смотрим на смазку. Аккуратно. Хоп. Как мы видим, редуктор забит смазкой. В достаточном количестве. Просто замечательно. Так, и, друзья, я вам говорил, что мне так неудобно. Поэтому я сейчас редуктор одеваю на место. Знаете, что заметил? Заметил. Смотрите. Вот наш подшипник, да, и очень низкая, маленькая посадка получается, вот, кто видит тоже. Порядка 3 миллиметров, тут, да, 3 миллиметра всего лишь посадка подшипника. Вот это мне тоже, этот нюанс не нравится особо. Ну да ладно. Значит, собираем все назад. Так, и я, как в любой болгарке, допустим, в бошевской, беру и переворачиваю башку, то есть вот
как я люблю работать. Вот так вот включаем и работаем. Кнопка мне должна быть под палец. И вот в такой манере собираем назад. Я надеюсь, все понимают. Кто не понимает, тому скажу, что пока все 4 винта не наживим, ни один винт не зажимаем, друзья. Иначе возможны какие-нибудь там перекосы. И вот постепенно сейчас мы должны поджимать наши все винты. Так, ну что, проверяем, что у нас получилось после наших разборок. И вот в таком положении я, друзья, соответственно, люблю работать. Так, сейчас проверим, значит, что. Оденем защиту. Так, как же ж тут нам ее. Так, оденем защиту. Я пока ничего скручивать не буду. Просто хочу посмотреть, войдет ли сюда 125-й, друзья, диск. Я уже подготовил. Вот наш новый диск. Он тут, не знаю, полмиллиметра я подчесал, немножко порезал. И, как мы видим, становится отлично. Там еще запаса 5 миллиметров. То есть, все шикарно. Так. Сейчас я защиту, значит, зажму. Защиту обязательно ставьте. Это, конечно, ваша безопасность. Но я всю жизнь работаю без защиты. Для видео, конечно, я защиту поставлю, зажму, прикручу, дабы все было аккуратно. Но всю жизнь, тьфу-тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить, ни одной аварийной ситуации у меня не было. Была только аварийная ситуация, когда я забыл отключить кнопку. У меня пропал свет в гараже. Забыл отключить кнопку и так положил в шкаф. Потом беру болгарку. Подключаю, соответственно, в розетку. То есть ложу на пол, подключаю в розетку, и она пошла гулять по гаражу. Вот тут-то мне могло ноги, соответственно, и поотрезать. Что у нашей болгарки вот в этой, в принципе, наверное, как и в любой болгарке, китайская, будь она или не китайская, присутствует защита. То есть, вдруг, если при снятом аккумуляторе кто-то у вас там, ребенок или кто-то будет баловаться, где-то найдет эту машинку, либо вы сами каким-то образом ее включите. Вот она включенная. А потом берете там, допустим, надо вам что-то делать и вставляете аккумулятор. Вот смотрите, еще раз, болгарка у нас включена. Класс. И ничего у нас, друзья, не работает. Вот это вот является огромным плюсом вот этих вот защит. Для того, чтобы ее включить, нужно выключить и, соответственно, включить. И включим, так сказать. Вот эти все процедуры, видите, я делаю очень опасно с аккумулятором, поэтому лучше все это дело снимать, друзья. И при смене, при установке круга, соответственно, отключать от сети. Да, и круги, все эти диски я всю жизнь привык зажимать только рукой. Ну, здесь подожмем ключом, все как положено. Так, врубаем и смотрим. Вот, шумы планетарки, конечно, слышны. Вот это вот мне не нравится. Кто знает что-то такое, я знаю, что это не есть неисправность. Но это, я не знаю, что это такое. Это, наверное, магниты какие-то там в бесщеточном двигателе. Или что-то в этом роде. Ну что, друзья, идем, наверное, тестить на улицу. Что-нибудь отрежем, порежем, посмотрим. Вообще нас в состоянии что-то отрезать или не в состоянии. Да, не показал я, друзья, сумочку вам. Сумочка замечательная, сумочка со шлеечкой. Даже можно, друзья, ходить просто в магазин. Просто шикарная сумка. Конечно, инструменты здесь хранить не буду. Мне это неудобно все в сумках хранить. Вот, я его попользовался и положил. У меня в шкафу стоит, ой, в гараже стоит холодильник старый. Очень удачный шкафчик получился. Вот такая, друзья, сумочка. Так, все, нефиг тут тянуть кота за хвост. Пошли потестим на улицу нашу приблуду новую. Пока я, друзья, полностью доволен. Если она еще будет, соответственно, резать, когда немножко усилия придавать ей, это будет шикарно. Но я в этом, конечно, сомневаюсь. Я думаю, я прижму на первой болванке, она нафиг и станет. Вот. Значит, ребята, решил я долбануть по этой болгарке вот таким вот куском железа. Смотрите. То есть на штангенциркуле у нас 0. Надеюсь, видно.
Итак, толщина у нас. Толщина у нас 16. И ширина. И ширина 40. Короче, не знаю, что получится. Давайте пробовать. Получится ли вообще что-то, либо мы ее нафиг угробим, эту болгарку. Ну что, и погнали. Будем смотреть. Короче, ребята, штука отпадная. Где мой кусок? Штука отпадная. Надеюсь, видно. Давил со всей силы, считай. Потому меня так ее выбивал. Я хотел ее прижать. Она не останавливается. Аккумулятор, друзья, вообще не заражал. Как пришел, так и есть. То есть на таком заряде она просто, можно сказать, неубиваемая. Шикарная вещь. Как вы сами, друзья, видите. Металл тоже тут не алюминий. И хотя бы алюминий еще труднее, наверное, резало бы. Все время забивало бы. Вот такой сегодня был у нас эксперимент. Так что эта болгарочка имеет полное право на жизнь, друзья. Отличный инструмент. Жал и не остановилась. Я думал, будет, не знаю, в 100 раз, в миллион раз хуже. Класс, просто класс. Короче, кому понравилось сегодняшнее видео, ставим пальцы кверху. На этом всем пока. Болгарочку рекомендую. Но это, друзья, по первому впечатлению. Не знаю, сколько она проживет, как она долговечна. Вы сами видели, я разбирал, смазка, все у нас есть. Все отлично. И режет просто на удивление. Давайте смотреть, кстати, заряд аккумулятора. Где он у нас? Ага, нифига не видно. Сейчас я сниму. Попробую закрыть от солнца. Короче, одно деление упало. Он, считай, наполовину разряжен. И вот так вот он работает. Супер. Всем пока. Я рассказал тебе всю правду. Хотите — верьте, хотите — нет.